В этом видео вы узнаете одну самую важную фразу, которую обязательно нужно сказать своему ребенку. И может быть даже несколько раз, чтобы она отложилась в его подсознании. Это тот сундук с сокровищами, который вы можете передать своему потомству. Что же это за фраза? У тебя в этой жизни будет много взлетов и падений. У тебя, малыш, в этой жизни будет много взлетов и падений. В зависимости от возраста ребенка, возможно, стоит ее еще дополнительно как-то разжевать и перевести на какой-то еще более понятный язык, да, например, объяснить, что ты обязательно много раз ошибешься. Каждая ошибка будет вести тебя к твоему уникальному опыту. Да нет, для ребенка нужно еще проще. Малыш, ты обязательно ошибешься в этой жизни много раз. Ошибки – это неплохо. Мы на ошибках учимся. Если люди не совершают ошибки, они не учатся и не становятся лучше. Они не начинают делать лучше без ошибок. Поэтому у тебя обязательно будет много ошибок. И ошибки – это нормально. Ты много раз в этой жизни будешь подниматься, достигать каких-то высот, у тебя будет что-то здорово получаться, ты будешь успешен, и потом ты будешь делать ошибки дальше. И это как ступеньки по лестнице. Ошибки – это нормально. Почему именно эта фраза, а не какие-то другие? На самом деле маленькие дети всегда идеализируют своих родителей. Так устроена детская психика. Ребенок не выживет без взрослого. Он не сможет сам себе добывать еду, крышу над головой. И поэтому ребенок чувствует себя в детстве крайне зависимым от родителя. И он его идеализирует, потому что если родитель не идеальный, то как тогда он обеспечит ему необходимые условия для выживания? Вы, может быть, не замечаете этого сейчас со своим ребенком, но попробуйте вспомнить себя маленькими. Вот согласитесь, все, что делали родители, даже когда мы понимали, что они делали что-то нехорошее, вдруг неправильное, но нам все равно казалось, что это некий такой эталон, это что-то идеальное, это идеальный образ. И если этот идеальный образ родитель говорит такую фразу ребенку своему, ребенок уже с детства получает право на ошибки. Соответственно, если нам родители этого не говорят, а чаще всего родители нам этого не говорят, обычно родителям даже в голову не приходит, что можно так сказать. Ведь со стороны послушать, ты обязательно испытаешь взлеты и падения. Это может звучать даже как какое-то негативное убеждение. Зачем же ребенка заранее программировать на ошибки? Возможно, скажет мне человек, желающий поспорить. Согласитесь, что идеальных людей нет. И все, абсолютно все люди в этом мире совершают ошибки. И у всех есть свои падения. Поэтому то, что мы говорим ребенку, что у него обязательно будут ошибки, это правда. Они действительно будут, но по-другому быть не может. Очень важно ребенку об этом сказать, потому что сам он не догадается. Соответственно, если ребенок не слышит таких фраз в детстве от своего родителя, то он вырастает, делает ошибки, и каждую свою ошибку он воспринимает как что-то очень плохое. Расстраивается, гнобит себя за это, ругает, начинает не верить в себя, начинает сомневаться. После некоторых ошибок очень сложно встать и дальше идти. Но когда у ребенка есть такое мощное подкрепление из детства, то он ошибки воспринимает иначе. Он быстрее встает на ноги, если упал на коленки, быстрее встает на ноги и начинает идти дальше. Он более успешен, он более эффективен. Он более сильная лошадка, на которую можно поставить, и она выиграет гонку среди других лошадей. Потому что это просто вот колоссальный фундамент, который можно заложить ребенку. Если это видео было вам полезно и интересно, подписывайтесь на канал. Если у вас есть вопросы или, может быть, возражения, пишите их в комментариях. Я читаю комментарии и отвечаю на них. До встречи!